Ну что, ребят, всем привет! Всех рад приветствовать на нашем канале Fish Hunters. У нас сегодня продолжение нашей реставрации лодки перед тем, как спустить ее на воду. Нам пришли посылки, обновления всякие в нашу лодку. В последнем видосе мы ставили свет и показывали вам, что и как мы вообще приобрели. Свет поставили, но еще не зажали. А вот обновления пришли, нужно распаковывать, смотреть, что пришло, потому что не все по размерам понятно, и что-то, может быть, будет возвращаться, что-то будет оставаться. Поэтому сейчас все покажем, расскажем, что пришло, но это еще далеко не все то, что мы ожидаем. Поэтому по ходу дела еще покажем новые плюшки, которые нам идут на лодку. Ну, а мы начинаем наш видос. Все присаживайтесь. Поехали. Так, ребят, Майк нам сегодня будет распаковывать, будем смотреть, что там у нас происходит. Майк, погнали. Давай смотреть. Давай сначала посмотрим, здесь уже часть распакованной коробки была. Значит, мы прикупили кисточек с поддонами для краски и для эпоксидной смолы. Купили вот такой вот валик, это чтобы катать воздух, выкатывать. Значит, есть у нас 3М-овский силикон специальный для лодок, что белый, дабы силать все, что нам нужно будет. Купили клочок, значит, этого fiberglass. Это нам понадобится для некоторых там моментов устранить. Значит, приехали нам черные болтики, но чувствую, что по размеру они не то, что нам надо, поэтому, скорее всего, это вернется назад. Как обычно, в размер не могут продать. Чтобы прикрутить панель, там, получается, у нас были побольше, а эти поменьше в диаметре, они просто не обожмут так, как надо. Увы, наверное. Будем примерять еще. Так, значит, Total Boat, одна из, скажем так, топовых брендов для лодок, всяко разные темы. Это, в частности, шпаклевка. Двухкомпонентная шпаклевка, разбавляется одна к одному, размешивается, и, значит, можно все на лодке, все трещинки, все царапины, все это заделывать, типа вот таких вот вещей. Вот, потом мы наждачной бумагой это все сэндаем, ну а дальше уже ты либо красишь и все дело это приводишь в порядок. Так, пришел огнетушитель, очень важно. Таримся, кстати, ребят, все в основном на Амазоне, приходит праймом быстро, поэтому в принципе окей. Огнетушитель имеет место быть по-любому. Значит, сам fiberglass, эпоксидная смола, тоже для лодок, именно одобрена для лодок. Это у нас, значит, гель-код. Это именно покрытие, это с воском покрытие, белая краска, скажем так, для лодки. Эта краска у нас с воском, ее можно наносить после того, как замотовать эту часть. И есть еще без воска, это та часть, которую наносят после ремонта, если использовать эпоксидную смолу, то поверх ее наносим шпаклевку, после шпаклевки наносим вот такую же, только без воска, а заказали, ждем. Катер купили такой для лодки, он на двухстороннем скотче, установим где-то, чтобы можно было легко перерезать леску, то есть вот таким вот образом оно работает, не надо ножнички, ничего, но это как дополнение. Так, замки на трюм, где доступ к моторам с ключиками металлические, потому что там у нас были обломанные. Будем пробовать инсталлировать, посмотрим, что из этого получится. Купили 2 штуки, потому что нам надо 2 штуки. Значит, дальше. Дальше купили, значит, такой вот waterproofный USB-порт для зарядки. Интересно, что вот сама прорезиненная часть, она также с дисплеем, она позволяет видеть, с какой заряд на батареях. Ну и если ты ее открываешь, здесь у тебя циферблат, USB Type-C и USB обычный 3.0. То есть, ну, хорошая вещь, на лодке ее нету, поэтому одна, а может быть нужно будет и 2, потому что, ну, как бы не так уж этого и много. Так, с этим разобрались. Ага. Подстаканники. Подстаканники нам пришли с подсветкой. То есть это не обычные подстаканники, а они светящиеся.
Будем пробовать устанавливать все это дело, дабы у нас была и подсветка, и все остальное. То есть будем смотреть, насколько это будет нам практично. Они из stainless steel, из нержавейки, то есть по идее должны быть отличные. У нас 4 штуки, 2 в стоковые места, там где сидушка, и 2 по бортам. Скорее всего будут врезаться, ну потому что это должно быть. Так, приехал каплер. Но вижу, что по размерам чуть-чуть прогадали, поэтому скорее всего будет другой. Этот вернем назад. Нужного размера вроде как нашли, едут. Этот пока временно отлаживаем. Это у нас в комплектацию мы взяли, чтобы можно было сюда нож ставить, ножницы для обработки рыбы на лодке, то есть чтобы все было как бы по своим местам лежало. Вот. Пришли еще такие без подсветки подстаканники. Проверим с подсветкой, и эти какие лучше, те и поставим. Это для трейлера, поскольку там на трейлере у нас нету ничего, трейлер надо тоже в порядок привести. Здесь должны стоять мекушки, вот такие вот войлочные, дабы не царапать лодку. Но, конечно же, об этом никто не побеспокоился, и как бы фигня полная, поэтому надо нормально сделать, чтобы лодка мягенько заходила и съезжала, не царапала днище. То есть вот на обе стороны у нас такой вот войлок пришел специально для лодки. Так, значит, помпа у нас Сифло помпа приехала. Эта помпа у нас будет, мы посмотрим, у нас там одна стоит. Это будет либо для соленой, либо для пресной воды, которую можно с собой на лодку брать. У нас есть дополнительный бак. Это будем устанавливать. Вот. С этим пока все. С нашими товарами, которые на сегодняшний день пришли, с этим пока все. Дальше у нас идет процесс. Сейчас берем fiberglass, то есть эпоксидную смолу, и будем восстанавливать, и после этого красить, потому что здесь есть трещина, ну прям дырка. Здесь есть, оно в плохом состоянии, и здесь вот оно трескается. То есть оно требует прям хорошего здесь ремонта. Мы здесь вокруг дадим стекловолокном, обложим, чтобы оно дальше никуда не трескалось. То есть вот эти два корыта нам нужно будет сегодня отреставрировать. Что мы в принципе сейчас помоем и будем приступать. Поехали. В общем, кто-то бы сказал, что можно это все просто, очень просто решить вопрос, купить новое, но новые, и то даже в размер не подходят, вот такие вот настолько короче, стоят по $600 за каждую штуку. То есть $1400 будет стоить замена вот таких вот корыт. Поэтому в любом случае, даже как бы ты рукожопым не был или ничего не умел, лучше, конечно, попробовать оживить те, которые у тебя есть. Поэтому с этого мы и начнем. В общем, взял наждачку такую покрупнее. Надо будет зачистить здесь вот эти все места. Вот. А может даже машинку сейчас возьмем. И после этого будем уже наносить сюда шпаклевку. 70-ю наждачку, ей получше будет. Ну и вот так вот. Размешал по весам. В общем, сейчас промажем кисточкой хорошо все краешки и потом сразу наносим. И поверхностно также промакиваю. В надежде, что все прилипнет хорошо. Ну, разладилось отлично. Ну, примерно как-то так. Можно добавить. И так каждый уголок
И потом еще, возможно, по одной сверху. И шпаклевка уже изнутри. И все, и у нас будет готовое дело. В конце посмотрим. Закидали стекловолокном. Все теперь нужно оставлять на 2 часа по инструкции, чтобы сохло. После того, как высохнет изнутри, мы шпаклюем специальной шпаклевкой для лодок. И приводим уже все остальное в порядок, а после этого будем красить. Ну, а это пускай сохнет, а мы дальше будем заниматься, наверное, внутренностями лодки, потому что там много чего нужно делать, чего мы еще не доделали. Так, ребят, перебрались на лодку. Будем сейчас теперь на лодке тут марафет наводить, пока наша fiberglass сохнет. Значит, удалось подсоединить один динамик сюда. У нас DS18. Значит, с этой стороны тоже заводской, он мертвый, сейчас мы его отсюда убираем. И эти у нас мы ждем, приедут, и тогда уже поменяем полностью все, то есть будет в аккурат. Поэтому сейчас ставим еще ту сторону и ждем 2 новых. Также, ребят, для тех, кто не в теме, но может быть будет интересно, вот, собственно, наш динамик, который 6,5 инчовый. Здесь у нас дофига выходов. Почему? Потому что эта часть RGB, которая светит разными цветами. Здесь уже прям для чайников написано конкретный цвет выбираешь. Вот наш черный плюс и синий, это, ну, голубой, синий у нас, получается, светит при разных нагрузках на динамик. А здесь плюс-минус. Эти мы бросаем на... Ну, короче, вот так. Не знаю, как правильно сказать. Соединяем здесь также плюс-минусом. И все, а это идет у нас просто 2 провода на усилок. И вуаля, музыка заработает. Значит, динамики установили. Получается, сюда все же поменяли. Старые сюда, новые вставили. И сюда. На ту сторону пара еще не пришла, поэтому немножко отошел от дела там. Значит, врезали подстаканники с подсветкой сюда. 1, 2. Врезали сюда подстаканник, но здесь, скорее всего, будет без подсветок. Почему? Ну, здесь с подсветкой. И когда, значит, мерял, ну, по симметрии сделал, как бы все окей. Но просто завтыкал, то что у нас здесь идет горловина бензобака. И... после всего прорезанного у нас здесь проходит вот буквой Г, собственно, и сама горловина. И в итоге горловина не дает опуститься полностью подстаканнику. Сейчас нашел, короче, подстаканники, но без подсветки. Поэтому, скорее всего, сюда прилепится, ну, вставится другой подстаканник, который будет покороче и, скорее всего, должен стать. Ну и в итоге, получается, будет... Если же нет... тогда придется хомутать с горловиной, что-то выдумывать, как-то ее подкручивать, чтобы, дабы наша подсветка сюда стала. Хотелось, конечно, очень с подсветкой, но пока вот такой вот косяк. Второе, здесь обнаружил люк. Внутри здесь все вымыл. И обнаружил вот такую вот историю, парни. Вода. Вода здесь насобиралась очень давно, непонятно по каким причинам. Скорее всего из-за того, что везде, где только не глянь, везде проходит у нас утечка. Поэтому вода подкопилась. Вчера я ее отсюда высосал, и новая опять появилась. Поэтому сейчас пылесосом зафигачим опять. В общем, вот так вот понемногу ее оттуда выбираю. Полез, значит, сзади помпу ставить. И здесь обнаружилась такая вот история. Вот та помпа, которая была установлена, вот эта вот Jebco, она не работает. Поэтому вот моя помпа одна. Сейчас мы на Fresh Water поставим на пресную воду. И потом еще одна помпа приедет. Это уже на соленую, чтобы мыть можно было лодку. В общем, вот сейчас теперь предстоит... Купил все фитинги, шланг. Сейчас это все спонстырим, установим, запустим, посмотрим, что как получилось. Хух! Да, в трюмо, конечно, в таком доступе не сильно удобно, но, значит, что? Подключили мы все, набрал сейчас предварительно воды в бак, чтобы проверить, как работает. И давайте, первый момент, поехали. Уху! Вода пошла. Спокойно можно мыть. Хороший напор.
И самое, знаете, что классное? Смотрите, нажимаю шланг, качает, отпускаю, и он глохнет. То есть он не будет качать постоянно, если ты не работаешь этим шлангом. То есть там стоит датчик, он понимает, что давление накачано, и все, и он дальше никуда ничего. Значит, по шлангам у нас ничего не травит, вроде как посмотрел, все сухо. То есть, в принципе, можно теперь аккуратно все разводочку делать, инсталлировать, и как бы вуаля, Fresh Water у нас работает. Что, ребят, добрались до борта кузова, внутрянка почти готова, осталось одну помпу подсоединить. Это уже снимать, наверное, не буду, либо буду, но может попозже. Перехожу к кузову, снял молдинги, позашпаклевывал царапины сверху, потому что эта часть у нас будет белая, а это будет голубая. Это еще не снимал, но это сейчас мне не так важно. Мы сейчас берем вот такую проявку черную, обрабатываем поверхность и видим, где есть сколики. После этого проходимся 220-й наждачкой машинкой. И все, что осталось у нас черненькое, все мы замазываем шпаклевкой, чтобы не было царапин. И после этого проходимся уже по шпаклевке машинкой. Ну вот, собственно, сейчас и будем начинать. В общем, берем проявку вот и начинаем. Смотрите, что получается. Ух! Сколько всего. Это, конечно, большая часть снимется машинкой, но тем не менее хорошо видно царапины и все изъяны. Представляете, насколько поцарапанные. Кошмар. Вот мы делаем по вот этот вот борт контик. Вот сюда. Низ мы уже не трогаем. То есть у нас только будет видимая часть, которая на воде. Она вот у нас и будет. Ух! Царапин сколько. Представляете, когда покрасим, будет как новая. За такие реставрации лодок на самом деле хорошие деньги берут, потому что лодка это не машина, это еще габариты. Ну и поехало, шло-поехало. То все 5-10. Это как хобби у кого-то как работа. И за это просят много денег за ремонт. Так что я думаю, что сделав эту лодку, ее можно и хорошо даже продать. Ну, думаю, в будущем это нам сыграет на руку. Потому что вдруг захочется побольше. Перешел на другую сторону, ребят. И самое важное, обязательно нужно пользоваться проявкой. Потому что цвет белый, если вы еще будете красить светлым, допустим, у нас будет голубой, то просто физически без проявки вы не сможете заметить после шлифовки какие-то ямки. То есть они останутся, если праймер не перекроет, то потом основной ваш базовый цвет вам все покажет, где вы накосячили. Поэтому обязательно проявкой. Она стоит где-то 20 баксов у нас в Америке. Может быть, у вас она стоит меньше, я не знаю. Но обязательно проявкой нужно пройтись. Тогда вы наверняка будете знать, где у вас косяки и где их нужно убрать. Подснимал каплеры, только что с этой стороны было намного проще, чем с той. Вот такой вот результат получился полностью. Понадобилось где-то час, чтобы ее зашкурить всю. Вот в местах, где у нас есть сколы, посмотрите, сколько их реально очень много. Теперь оставляем это на сутки сохнуть. Завтра прихожу, затираю эти части и приступаем к другой стороне. Нужно подготовить полностью кузов, чтобы заклеить и уже одним махом все поделать, покрасить, размотать и забыть. В общем, на сегодня все. Завтра будем продолжать следующую сторону. Подвысохло наше все шпаклевание, которое было вчера сделано. Сегодня будем дальше продолжать это все зачищать. Снимем здесь вот крепление и будем обворачивать все в пленку для подготовки к покраске. Ну, покраска у нас будет в следующем, в третьем, заключительном видео по реставрации лодки, потому что после покраски уже следующий, 4-й видос у нас будет спуск на воду и проверка нашей баржи, как и что
Может быть, какие-то найдем недочеты, может, что-то нужно будет сделать. Но я думаю, что это будет 4-й уже видос, когда мы будем спускаться на воду и пытаться начинать рыбачить. Но об этом уже вы увидите в скорых выпусках. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Обязательно будет все очень интересно, потому что рыбалка — это всегда круто, интересно и всегда что-то новенькое. Ты сам не ожидаешь то, что ты можешь поймать. Поэтому, ребят, подписывайтесь, не проходите мимо. А я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Всем пока.